Привет! Сегодня будем выполнять настройку нашего GitLab Runner. Задача, в принципе, простая, поскольку у нас есть все инструкции для этого и у нас, в принципе, все готово. Но она очень важная, поскольку GitLab Runner позволит нам запускать наши скрипты, тесты, создание контейнеров и так далее из GitLab CI. И переходим на GitLab CI, наш проект. Вот мы в нашем проекте находимся. Что нам для этого необходимо? В принципе, все просто. Выбираем настройки, выбираем CI/CD. И здесь у нас есть такая вкладка, как раннеры. Это как раз-таки наш раннер, который мы можем использовать и зарегистрировать. Этот токен, который вы видите в данном случае, я его, конечно же, после урока заменю. Но для того, чтобы было наглядно понятно, я продемонстрирую работу вместе с ним. Как можете видеть, справа есть Shared Runners, это те раннеры, которые можно использовать, но в данном случае мы сделаем свой, поэтому при желании вы можете изучить работу с уже готовыми раннерами, если вам это потребуется, если вам это интересно. И для того, чтобы установить раннер на нашу виртуальную машину, мы открываем инструкцию, в которой все предельно ясно, то есть Show Runner Installation Instruction. И мы видим, что есть у нас несколько видов окружения environment, чтобы установить инструкции, как на Linux установить, как на macOS, Windows, Docker и Kubernetes. Но для Docker и Kubernetes у нас есть отдельная инструкция, точнее ссылка, которая ведет нас на отдельную инструкцию, то есть как запустить GitLab Runner в контейнере. Так как мы уже запускали в контейнере через Docker не один контейнер, я думаю, вы можете с этим справиться, если вам интересно сделать его, запустить в контейнере. И в принципе, это было бы верно. То есть держать раннер на отдельном контейнере, либо, например, на отдельном сервере. Но я хочу продемонстрировать то, как можно это сделать на своей виртуальной машине, чтобы лишний раз расширить свой кругозор. Нажимаем Show Instruction и оставимся на Linux и смотрим вот отличная, соответственно, команда, которая нам позволит все это установить и сделать. Первая часть кода, она позволяет нам скачать и установить раннер, создать пользователя с нужными правами и так далее. И последняя команда, она позволит зарегистрировать раннер вместе с нашим токеном для того, чтобы чтобы раннер понял, что мы относимся к этому проекту и так далее и тому подобное. Но в вашем случае самим раннером, я имею в виду токеном, лучше не светить. В директории scripts создадим еще один файл. Пусть он будет называться install GitLab Runner. Теперь можно переходить к нашему файлу. Открываем наш файл, прописываем оболочку setE и здесь копируем информацию из нашей инструкции. Переменную registration token, которая здесь указана как переменная, мы заменяем на наш токен. В принципе, уже все готово и можно запускать, но есть вероятность, что возможно, здесь у нас возникнет ошибка из-за того, что у нас в переменное окружение path не будет добавлена соответствующая директория. Но мы это исправим. Давайте попробуем. Install GitLab Runner. Запускаем, вводим пароль отсюда и ждем. В данном случае он здесь, как видите, командой curl у нас скачивается файл, затем у нас меняются права на директорию, и затем мы добавляем пользователя GitLab Runner, shell у нас bash будет, home GitLab Runner. Далее устанавливаем сам GitLab Runner. Здесь у него будет указана рабочая директория, указываем юзера и стартуем. И затем, после того, как мы его стартовали, запустили наш GitLab Runner, мы регистрируем его, и он подтянется в наш проект. Вот видите, GitLab command not found, не найден. Давайте попробуем эту проблему исправить. Недолго гугля, мы находим ответ, который нам рассказывает о том, что у человека возникла такая же проблема, и решение следующее. То есть у нас в sudoers файле есть default secure path. И вот там не хватает user local bin, поскольку мы все это устанавливаем, user local bin GitLab Runner. Мы не можем, так как эта директория не прописана в path, GitLab Runner не ищется. То есть нам напрямую нужно прописывать user local bin GitLab Runner. Для того, чтобы это было из path окружения, нам нужно его туда добавить. Давайте это сделаем. То есть nano, точнее sudo
sudo nano sudo ers. И можно нажать Ctrl-W, откроется search. И затем мы пишем defaults specification. Опять нажимаем Ctrl-W, Enter, еще раз Enter. Так, ну это, видимо, defaults много будет. Давайте default secure pass. Так, давайте попробуем. Default secure pass. И вот, да, действительно мы видим, что sbin, bin, use sbin, user sbin, а user local bin нету. Ну, либо другой вариант, можно так не делать, а просто в инструкции изменить место, куда сохранится ваша директория. Но ваш GitLab Runner. Но опять-таки, чтобы попробовать посмотреть, что и как бывает, мы воспользуемся данной помощью. Так, слэша закрывающего нету. User local bin. User local bin. Ну да, все правильно. Я откатил изменения назад за кадром. Вот, но вы можете закомментировать вот это все, поскольку у нас уже все это готово, и запустить 3 последние строчки. Ну, в будущем понятно, что если у вас, например, все отвалится и вы заново захотите сделать, то перед тем, как запускать, вы добавьте в Secure Pass вот этот путь, user local bin, и запускайте без проблем. Sudo bash install GitLab Runner. Поехали. Ну вот мы видим сообщение, а вот, кстати, warning о том, что регистр, эта команда уже как бы deprecated, устарела, признана устаревшей, и нужно использовать, заменить ее на deploy. Но в инструкции у них так не написано. Это какой-то у них случился баг, очевидно. Не заметили. Здесь можно написать instance, GitLab instance URL. Я оставляю это поле пустым, оставлю Enter. Вот указанный нами registration token оставляю без изменений. Да, sandbox так и будет называться runner. Теги никакие я указывать не буду. В данном случае также все оставляем. Здесь нужно выбрать ваш экзекьютор, то есть исполнитель, что это будет, кто будет исполнять. Я предлагаю использовать shell, то есть у нас GitLab Runner в своей основе будет использовать shell экзекьютор. Как мы видим, runner зарегистрирован успешно. Конфигурации с токен аутентификации был сохранен вот по такому адресу. В смысле, по такому пути. Все, у нас как бы все готово. И давайте посмотрим, все ли готово. То есть мы заходим на нашу GitLab страничку и ее перезагружаем. И мы видим, вот у нас доступный специфический, ну такой, видимо, перевод. Runner, вот он у нас есть. Можно в него окунуться и посмотреть, что там в нем происходит. Так, на этом мы как бы сделали все, сделали дело. Теперь нам необходимо, помните, мы делали какие-то изменения, в конф-тесте какие-то изменения вносили, вот это меняли, докер-файл создали. И для того, чтобы это все здесь появилось, мы должны наши изменения закоммитить и запушить, соответственно. Переходим в наш репозиторий DevOps Sandbox, смотрим git статус его и видим, что у нас конф-тест изменен и добавлен файл докер-файл. Теперь все это у нас есть, и надо это закоммитить. Ну, сделаем сообщение. Тест py. Коммиты ушли. И теперь делаем push. Куда? В origin репозиторий, куда? В ветку main. Все, готово. Теперь обновим здесь страничку, посмотрим, произошло ли это или нет. Да, мы видим докер файл, conf-test, все изменено. В будущем мы, как я уже говорил, от всего этого избавимся, но пока для того, чтобы понимать, что здесь происходит, оставляем как есть. Теперь, в принципе, мы можем взять и попробовать запустить наши тесты с помощью GitLab CI, но для этого нам нужно создать наш
GitLab CI файл, YAML файл. YAML по своей сути немножечко, вот GitLab C YAML по своей сути немножечко похож на Python, потому что тут необходимо учитывать отступы. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, что-нибудь простое. Вот что у нас может быть? Давайте просто так назовем. Мы сделаем stage, то есть это шаг. Какой шаг? Пусть у нас будет тест. Наша job будет тоже называться тест. Далее идет отступ, и мы говорим, что эта job будет принадлежать шагу тест. Делаем тогда тест run, чтобы было немножко попонятнее, более разделение. Значит, stage тест, у нас шаг job тест run. Затем тут в этом вроде все нормально, все готово. Далее делаем скрипт, пишем. Я рекомендую изучить, посмотреть документацию на GitLab по тому, как писать пайплайны. Это очень просто. Какой у нас один из первых скриптов, что нам нужно сделать? Смотрите, в данном случае, когда мы вот это все запускаем, мы как будто бы находимся в нашей корневой директории. Как будто бы вы зашли вот в эту директорию со всеми вот этими директориями и файлами, и там производите команды. Именно на этой виртуальной машине, там, где у нас в данном случае находится GitLab Runner. И что же нам сделать? Первое, что нам необходимо, это необходимо создать образ. Соответственно, тест, пусть вот эти вот тесты у нас как раз и запускаются. Создаем образ. Для этого нам понадобится Docker. Sudo мы здесь уже не вызываем. Docker. Образ будет также у нас называться тест. Пусть будет, чтобы попонятнее, image тест, то есть это сам образ теста, там, где тесты будут проходить. Затем выбираем no cache. Так, что-то, может быть, здесь опускаю еще. Значит, тест, no cache. Ну, давайте пока все. После того, как мы создали образ, теперь мы можем уже запустить контейнер. Для этого мы используем docker run. Name test, docker run. Затем имя нашего контейнера, это будет имя тест. Затем image test, ну, соответственно, образ, на котором все это будет строиться. Так, перезапускать нам не надо, если он сломается. Selenium у нас работает. Давайте проверим. Так, все у нас работает. Запущено. Здесь тоже должно все сработать. Ну можно указать еще RM, чтобы он сам удалялся после того, как выполнился. И давайте сделаем when manual. Данная конструкция, данный параметр он говорит GitLab Runner, что эту джабу мы запускаем вручную. То есть мы должны сами кликнуть на play run, чтобы он запустился. Ну и для того, чтобы все автоматически не запускалось, у нас было время открыть, посмотреть, там, что происходит, как происходит. Вроде вы с этим все закончили, и давайте закоммитим. Если вы неправильно пишете ваш пайплайн, то, скорее всего, GitLab CI Linter, он подскажет и укажет на проблему, которая происходит. И просто все дело было в том, что у меня было указано неверный синтаксис. То есть здесь нужно было указать stages, то есть множественное число, но и там идет перечисление, и тут указываем уже stage. Попробуем запустить. Самостоятельно. И вот у нас здесь есть наш раннер. И выбираем play. И опять переходим в него внутрь и смотрим, что здесь происходит, какая будет информация. Я подозреваю, что сейчас все упадет. То есть смотрите. Я забыл указать слово build. Да, вы, наверное, заметили и поняли, что внимательность оказалась не на моей стороне. Ну, в этом случае ничего страшного не произошло. Мы сейчас это все быстренько поправим. Изменили, закоммитили. Переходим к сборочным линиям. Вот пропущена, но она как бы не пропущена, она просто не запущена. Вот. И нажимаем. То есть у нас здесь джоба наша выполняется, сборочные линии. Можем посмотреть опять, что там происходит. Так, мы видим, что у нас GitLab
раннер не может выполнить никаких команд, связанных с докером. То есть у него вот var run docker sock connection permission denied, то есть доступ запрещен. Давайте посмотрим, что же, какие там права есть. Так, как там var run docker sock. И мы видим, что у него есть группа docker и владелец root. И запускать, писать или читать может только владелец группы или рута. Давайте здесь добавим командой usermod derm group a append docker gitlab runner. Точнее наоборот, append group, а не группа append. Вот, и попробуем запустить заново. То есть мы добавили сейчас пользователя GitLab Runner в группу Docker. Можно запустить run again, но если вы внесли какие-то изменения в файлы, то необходимо заново сделать commit, иначе запуск теста будет с прошлыми изменениями, старым коммитом. Как вы видите, у нас запускается build, то есть у нас скачивается образ. То есть то, что мы, в принципе, с вами делали на прошлом видео, на прошлых видео, когда все это скачивали, устанавливали, запускали. И теперь это происходит все у нас в GitLab CI. Я думаю, что это выглядит все достаточно просто. И оно так и есть. Вот смотрите, мы создали, у нас создался, все, загрузилось, скачался образ. Теперь pip install устанавливает наши requirements для наших тестов. Если хорошо заморочиться, можно от requirements их почистить, чтобы максимально только нужные библиотеки находились там. Так, ну давайте посмотрим, в чем же проблема. Такие мелочи заставляют нас обращать внимание на важные моменты, важную информацию, и это позволяет нам улучшать свои навыки и прокачиваться. Мы уже больше, встречая подобные ошибки, мы тут же по щелчку понимаем, как их решить, и проблем не возникнет. Вот, мы видим, у нас начался процесс. Так же, как мы запускаем, когда тесты там в PyCharm, например, или где-то в IDE-шке у нас, или в консоли, у нас вот появляется наша тест-сессия. Вот эти вот точечки, они тут обозначают само прохождение теста. То есть можно сейчас посмотреть, что тест происходит. Вот 2 теста прошло. Сессия, видите, появилась у нас. Можно зайти. Видим наш браузер. Куча рекламы. Но тестирование идет. Не будем ему мешать. Видите, уже время много. Один тест с ошибкой. Вот error появился у нас. Так, я вижу, что у нас тест подвис. Давайте, знаете, что я сделаю? Попробуем для того, чтобы в будущем мы будем сейчас в следующих видео дорабатывать наш образ, наш пайплайн, запускать часто тесты. Для того, чтобы они быстрее проходили, я сейчас в репозитории напишу, чтобы у нас было headless mode, для того, чтобы у нас не было отображения никакого, тесты будут проходить. Ну а дальше с вами уже разберемся. Добавим, включим, не включим, может дальше уже пойдет по, соответственно, вашему желанию, как вы захотите реализовать данный процесс. Ну, в данном случае я думаю, что в принципе, знаете, я не буду, пусть пайплайн упадет с ошибкой, я возьму сейчас и контейнер просто остановлю. И после как раз остановки, да, такого контейнера нет. И смотрим, вот у нас упали тесты. Давайте обновим. Какая-то подробной никакой информации нет, просто у нас упало все и очистилось. И давайте быстро исправим момент. Так, откроем наш conf-тест и давайте добавим сюда вот этот maximize window. Давайте я закомментирую пока что. И сюда добавим options
и option аргумент headless. И обновим. Git conf-test, git commit git push origin. Вот видите, какая ошибочка. Я понял, что я забыл, мне надо было сначала сделать git pull. Да, ну и теперь, конечно, у нас здесь будет все это скомментированное, смердженное, но я пока оставим это. У нас открылся Vim. Как выйти из Vim, я не скажу. Вам нужно это самостоятельно узнать. Я думаю, уже многие знают. Так, пул у нас есть. Все, давайте теперь сделаем push origin main. Ну, то есть я сделал какие-то изменения в GitLab, но у меня в репозитории этих изменений нет. И мне нужно было сделать git pull, чтобы я взял эти изменения из GitLab, и потом свои новые изменения с этими старыми изменениями я запушил в GitLab. А так как я не получил тех изменений и пытаюсь пушить старое, из-за этого происходит конфликт, и мне как бы не разрешается. Вот, то есть я могу перетереть, если бы такого не было, я бы, наверное, перетер бы в этой ветке main какую-то информацию, которую я сделал до этого. То есть получается не совсем корректно. Git вообще это, конечно, очень интересная, в некотором смысле сложная для понимания штуковина, но она достаточно полезна и важна. Если вы это изучите досконально и будете понимать, что за cherry pick, что за rebase, merge и прочие вот эти вещи, это вам поможет очень и очень сильно. Так, я думаю, что стоит, наверное, я прямо здесь, наверное, подредактирую, стоит, наверное, убрать еще на всякий случай, чтобы у нас не было проблем со всем, что связано с визуалом, то есть это скриншоты, аллюры, но этого, в принципе, должно быть достаточно. Закомичу. Так, сессии что? У нас может быть... У нас встала сессия. Я думаю, что нам стоит перезагрузить наш контейнер с Selenium. И вот вы можете тоже обратить внимание на такие вещи. Вот, например, у нас завис контейнер с Selenium. Это значит, что возникла, понятно, какая-то проблема, и нам приходится его вручную рестарт. Может быть, вы сможете найти какие-то пути решения, которые, DevOps решения инфраструктурные, такие, которые позволят, например, избежать таких даунтаймов, чтобы наш контейнер не стоял на месте условно, а что-то с ним произошло, мы это поняли и перезагрузили. Это достаточно такие тонкие вещи в том плане, что это необходимо делать практическим путем, либо опытным путем, если у вас много опыта, и вы для своих задач постепенно работаете, соответственно, над этим. То есть решайте задачи по мере поступления, либо если знаете заранее, вы их как бы предвосхищаете, и они, получается, как бы решаются заранее вами. Так, смотрим, пошло выполнение. Сессии появляются. Так, у нас еще осталось 5 тестов. Если точечка, это значит тест прошел хорошо. Если у нас буква Е, соответственно, error. И могу отметить еще момент, что вот мы каждый раз пересобираем образ. Но если, например, у нас образ он не изменился, он все еще в той же версии, то в таком случае пересобирать его смысла нет. Так-то по идее, то есть у нас просто мы его берем и используем, и нет смысла его там скачивать, ставить постоянно. Мы просто сейчас это делаем, поскольку пробуем, работаем, но так или иначе в этом необходимо, это не очень правильно. То есть нам необходимо брать образ. Если мы запускаем, например, без изменений каких-либо, то образ не нужно никак заново скачивать и ставить. То есть у нас должен быть как бы на машине. То есть есть такой Docker Registry, который позволяет там хоронить, можно просто сделать пул этого образа и на основе его, то есть как мы делали, когда мы делаем здесь вот from, мы скачиваем вот этот образ, он уже как бы готовый, его просто
Не нужно никакие requirements, там ждать install, ждать. Просто берем этот образ из Docker Hub и используем. Также работа, в принципе, происходит на реальных проектах, когда у вас очень-очень много образов, версий. Вы их потом используете, переиспользуете и собираете образ только в том случае, если произошли какие-то изменения. И вот мы видим, что у нас все тесты прошли. Получаем маленький некий отчет такой, не особо информативный. И всю информацию об этом. Вот. Поэтому здесь, в принципе, мы поработали отлично. В следующем видео мы, скорее всего, будем работать над самим пайплайном. Попробуем построить его логику. Попробуем изменить немножко код нашего conf-тест Python файла, то есть если вы тесты не писали, для вас это ни о чем не говорит, conf-тест, не conf-тест. Вот изменить конфигурацию Python файла для того, чтобы использовать переменные из GitLab, а не вот так вот напрямую условно указывать хост. А пока приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.